Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Очень рада всем вам, и новеньким, и стареньким. Сегодня мы с вами будем вязать толстовку для мальчиков, для девочек, вообще без разницы, для всех. Да, для собачек, для кошечек, в общем, кому как нравится. Для этого что нам понадобится? Я выбрала 3 оттенка вот такой пряжи. Это Янард джинс. Если кто хочет, я оттенки потом поточнее всем расскажу. Это в оттенках зеленого. Вот. Ну, если вам видно, можете как бы заскриншотить. Вот. И, ну, если вам понравились такие оттенки, и купить. Начинать я буду вот с этого, потом вот так, и низ будет уже потемнее. Вот. Вы можете любых 3 выбрать, которые вам нравятся. Вот. Но самое главное, как всегда, мы с чего начинаем, это я вяжу образец. Образец 20 петель из 10 рядов. Потом я его замеряю по петлям и по рядам. И себе записываю вот сюда и рассчитываю, значит, сколько у меня петель в 1 сантиметре и сколько рядов в 1 сантиметре. Опять-таки же, кто не знает, как это сделать, сделаю ссылку на видео, где видео по расчетам. У кого опять не получится, тот пишет мне в комментариях или через соцсети, я вам, естественно, помогу. Далее, что нам понадобится еще? Естественно, нам понадобятся спицы на леске. Нужны будут спицы. Толстовочка будет бесшовная. Мы потом перейдем. Кто-то, может быть, захочет, останется на этих спицах, кто может вязать. Да? Мне не очень удобно. Я буду вязать на 5 спицах. Спицы и те номер 3. Вот. Нам понадобится крючок любой. Ну, у меня 2,5. Вы подберите себе какой. Можете 3 даже взять. Это не принципиально. Он нам нужен будет, чтобы набрать начальный ряд. Вот. Потом, значит, я по вот этим расчетам останавливаться не буду. Для некоторых, просто для тех, кто слушает, есть у меня такие зрители, кто не смотрит, а слушает по ряду обстоятельств. Всех прошу как бы отнестись с этим к уважением, а этому товарищу, девушке, женщине, в общем, расскажу быстро. Обхват шеи 26 сантиметров, обхват груди 36 сантиметров, ширина грудки 6 сантиметров, высота грудки тоже 6 сантиметров. Я взяла побольше немного размеры, потому как хочу, чтобы толстовка была посвободнее. Вот. Для мальчиков, в общем, для мальчиков и для девочек мы замеряем размер, ширину шага. Это от передней ножки до паха задней ножки. Это ширина шага. И для мальчиков размер X, то есть до причинного места, от передней лапки, да, до причинного места, размер X. Я замерила, ну, это 12 сантиметров. Ширина шага до паха 15 сантиметров. Вот. У девочек получается 1, 2, 3, 4, 5 размеров, да? У мальчиков 1 вот 6 прибавляется размер. Вот. И, значит, вот эту схему можете заскриншотить, можете написать мне, я пришлю вам фотографию через соцсети, любую, да, я себе сделала тоже фото, буду кому-то присылать. Может быть, я его вставлю в начале видео, вы тоже можете сделать видео скриншота. Не хочу останавливаться, уже столько разговоров мы разговаривали про эту схему, в общем, куча всего. Единственное скажу, что начинать я буду с 62 петель. На грудку по объему буду выходить на 84 петли. Прибавок я буду делать по 10 прибавок, 10 рядов с прибавками, то есть 20 рядов у меня будет сам реглан из 20 рядов. Как всегда, я на грудке не прибавляю, прибавляю только на рукавах и на спинке со стороны. Сами регланные линии у меня будут состоять из 2 петель, из 2 изнаночных петель. Вот. И распределяю следующим образом. 14 петель на грудку, по 7 с 2 сторон, да, потом 2 идет, это регланная линия, потом 4 на рукав, опять 2 петли регланная линия, 34 петли спинка, 2 регланные линии опять изнаночные, потом 4 петли второй рукав, далее 2 петли изнаночные регланная линия и 7 петель грудка, заканчиваем. Вот такое распределение, с этого начнем. Вот. Ну, как всегда, мы начнем не с этого, естественно, мы начнем с горловины. В общем, кто сделал скриншоты, кому все понятно, тогда мы приступаем к вязанию.
Вот. Единственное еще, что скажу, у меня в 1 сантиметре получилось 2,35 петли, это по петлям, и 2,86 это рядов. Вот такие расчеты. Кто с чем-то не согласен, у кого какие-то вопросы, если остались, тот, естественно, пишет мне в комментариях, и мы с вами лично, индивидуально уже разбираемся. А так дальше побежали вязать. Итак, в первой части мы будем с вами вязать горловину. Горловина будет в виде кулиски, и вывяжем с вами реглан. Вот так это выглядит. Можете разглядеть, посмотреть наш объем работы. Вот. Это как бы готовый результат, к чему будем стремиться. Сзади покажу. Все аккуратно, красиво. И спереди. Пожалуйста, приступаем к первой части. Ну, итак, да, поехали. Чтобы нам набрать открытый край, я сейчас уберу вот этот чертеж, потому что он мешает фокусироваться камере. Да, и смотрите, дополнительной ниточкой 64 петли мы с вами будем набирать. Я его как бы недалеко уберу. Вот, контрастного цвета. То есть, если основная у меня будет такого цвета, то контрастную я беру, ну, можно взять потемнее. И просто крючком набираем цепочку из воздушных петель. 64, но я наберу 68. Так мне удобнее, не надо бояться, что там что-то не хватит или что-то, может быть, лишнее нужно будет подобрать. В общем, 68 петель. Не надо плотно, свободно, чтобы цепочка была свободной, потому что нам за нее нужно будет потом цепляться. 68 петель набираем. Набралось 68 петель. У меня вот такая цепочка. Не переживайте, что она такая большая. Ненужное отрезаю, убираю. И начинаем мы с вами набирать. Но набирать мы будем с вами не за петельки, вот эти, а которые сзади за перемычки между петельками. Если вы рассмотрите внимательно эту цепочку, да, то вы увидите, что вот здесь у вас косичка такая красивая, да, а сзади некрасивые такие вот бугорки. Вот за эти бугорки мы и будем с вами цепляться. Первую петлю нам нужно с вами будет зацепить. Оставим хвостик побольше, на всякий случай. На всякий случай. Случаи разные бывают, пусть будет побольше. Отрезать мы с вами всегда все успеем. И мы набираем с вами на спицы, вот эти, да, 5 штук, по 16 петель. На каждую спицу. 2 вот цепляемся вот за них. Вот 3, 4, 5 и так далее. То есть на каждую спицу по 16. Кто будет вязать на вот таких вот спицах кольцевых, пожалуйста. Но мы будем вязать по кругу. Поэтому, если вам удобнее на таких, пожалуйста, вяжите на таких. В общем, набираем по 16 петель на каждую спицу. Итак, набрали на спицы мы по 16 петель. И теперь соединяем в круг, ну или в квадрат, кому как нравится. Первую петельку мы и последнюю посильнее затягиваем. И вяжем 8 рядов по кругу. Все лицевыми петлями. Без никакого рисунка. То есть пока все лицевыми. 8 рядов. Наборный ряд мы не считаем, который мы сейчас набрали, да? Еще нам нужно провязать 8 рядов. Все, вяжем. Итак, связалось у нас 8 рядов по кругу. Теперь нам нужно сформировать наш перегиб. Как мы поступим? Следующим образом. Смотрите, мы 2 петли провязываем вместе за ближнюю к нам половинки, за ближние к нам половинки, да? То есть мы вот так вот заходим отсюда изнутри, да? Вот 2 вместе мы провязали, сделали накид. Опять 2 вместе и накид.
И так до конца ряда. 2 вместе, накид, 2 вместе, накид. Не забываем про тот накид, который у нас между спицами образуется сейчас. Ой, сейчас мы до него дойдем. 2 вместе, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе, накид. Вот видите, в конце, да, последний, 2 вместе, накид я все равно делаю, я его придерживаю, перехожу на другую спицу, и не забывайте, вот он у нас последний на предыдущей спице. Начинаем мы опять спицу 2 вместе. Все, так мы продолжаем с вами до конца ряда, и потом встретимся. Вместе и накид. Последнюю спицу провязала, да, вот конец ряда у нас, накид получился. Теперь с начала ряда мы все провязываем лицевыми петлями, и накид не перекрещенными никакими, а вот как он идет, точно так же за переднюю стеночку мы все провязываем. Вот накид, мы его провязываем. Все провязываем лицевыми, весь ряд, чтобы у нас образовались вот такие вот дырочки. Они как раз таки нам и нужны. Вот. Все, так провязываем мы до конца ряда. Вот посмотрите, что у меня получилось. А теперь для как бы закрепления наших дырочек давайте еще один лицевой ряд провяжем, а потом я покажу, что мы будем делать дальше. Ну, я думаю, что еще один ряд нам нужно провязать, потому что вы сейчас увидите, что я хочу как бы сделать, и тогда поймете, почему я как бы так, знаете, аккуратно, потихоньку по одному ряду. Да, вот мы с вами сделали дырочки и один ряд провязали. У нас он как бы был изнаночным, да. Сейчас мы провязали еще один ряд и еще один ряд мы провяжем. То есть раз, два, да, мы после дырочек раз, два. Второй сейчас провяжем, а потом будем формировать отверстие для шнурка. Итак, смотрите, проговорю, что мы имеем на данном этапе. То есть, да, мы с вами из дополнительной нитки набрали одним рядом 64 петли, потом провязали 8 рядов, сформировали 2 рядами дырочки, да, провязали еще 2 ряда после дырочек. Теперь смотрите, что мы будем делать. Мы выворачиваем наше изделие, переворачиваемся на изнаночную сторону, да, и теперь мы с вами будем вязать поворотными рядами. То есть лицевыми и изнаночными. Так мы с вами провяжем 4 ряда. Разворачиваемся, да, и как в поворотных рядах первую мы снимаем кромочную, и дальше мы идем просто все изнаночные. Провязываем 4 спицы, да, вот эти вот наши 64 петли, разворачиваемся опять и идем и вяжем лицевой ряд. Итак, мы провяжем 2 изнаночных и 2 лицевых ряда. И у нас тем самым вот здесь сформируется, вот тут у нас целиком это задняя сторона будет, да, а спереди нам нужно будет отверстие для шнурка. Вот мы его сейчас с вами и делаем. Когда мы провязали изнаночный ряд, видите, мы с вами опять разворачиваемся на лицевой ряд и вяжем обратно лицевым рядом. Как и в поворотных рядах, мы первую петельку снимаем и вяжем лицевые петельки. Это у нас уже с вами второй ряд. Все, и нам нужно сделать еще раз, то есть изнаночный и лицевой. Итого у нас с вами получится, мы провяжем 4 ряда. После того, как мы провязали 4-й лицевой ряд, да, поворотный, давайте мы теперь обратно соединимся, и так дальше мы идем опять лицевыми рядами. То есть будем дальше опять вязать по кругу. То есть последние спицы мы соединяемся в первую спицу, и нам осталось с вами связать 2 ряда по кругу. Все, обычно идем, вяжем просто по кругу. Еще 2 ряда. И потом мы уже будем с вами
поднимать наши вот эти петли. Так, смотрите, видите, какая дырочка, отверстие, да, скажем так, отверстие у нас образовалось. А здесь, отсюда у нас будет входить и выходить наш шнурок. Теперь что нам нужно сделать с вами? У нас получилось с вами, что мы здесь 8 рядов провязали, провязали 2 ряда с дырочками, и здесь 8, да? Теперь нам нужно вот так подогнуть, видите, сюда, назад. У меня есть вот такая вот спица, сейчас я вам покажу, вот такая. Ну это поломанная, была на леске, она у меня поломалась, я не выкинула, всегда в хозяйстве пригодится. И вот здесь я буду по 16 петель набирать, вот отсюда, видите, их видно, они с дополнительной ниточки, вот эти вот их не перемычки, их видно очень, поэтому нужно было брать контрастную ниточку. Но буду набирать я таким способом, чтобы вот подобранная петля с дополнительной ниточки, и которая у нас уже есть на рабочей нашей спице петля, чтобы по направлению они совпадали. Вот, я буду их провязывать вместе. Ну, я сейчас наберу просто все, вот так, я просто вам показываю направление этих петелек, да, чтобы они, эти смотрят, видите, налево туда, и эти должны тоже так же, тоже так же смотреть налево. Вот. Поэтому я наберу также 16 петель на эту шестую, да, так скажем, укороченную спицу мою поломанную, и потом с нее буду уже провязывать вместе. Но я буду провязывать, сейчас я вам все покажу, не буду забегать вперед. Сейчас пока набираем 16 петель на вот эту, так скажем, да, дополнительную нашу спицу с дополнительной ниточки. Поднимаем петли. 16 петель я подняла. Теперь я их вместе соединяю. Наши петли. Вот наша рабочая нить. И теперь следующим образом, смотрите, я петлю с рабочей спицы перекидываю на дополнительную спицу и провязываю их вместе изнаночной петлей. Сейчас, когда мы провяжем несколько, вы поймете, почему изнаночные. Опять с рабочей спицы, которая ближняя ко мне, я переношу на дальнюю спицу и 2 вместе провязываю изнаночные. Так мы поступаем со всеми спицами, петлями. Сейчас я просто провяжу несколько и расскажу вам, для чего именно изнаночными. Почему же все-таки изнаночными? Можно было бы и лицевыми, без вопросов. Пожалуйста, кому как удобно, кому как нравится. Но у меня есть задумка на будущее, почему именно же изнаночными. Смотрите, я вот покажу вам. Видите, образуется вот это вот у нас получится как бы ложная кетлевка, да, вот она называется еще иногда. Но она нам как бы и для красоты нужна, тоже как бы декоративно, красиво получается. И в тот же момент на будущее, если мы захотим сделать капюшон к нашему, да, вот свитеру или как бы к нашей толстовочке, свитшот, как хотите изделие назовите, нам будет удобно, очень удобно вот подняться, прикрепиться вот к этим как раз таки петелькам, да, изнаночным, и сразу отсюда вязать капюшон, чтобы не пришивать или не набирать где-то там на лицевой стороне, искать, не терять ряд. Все очень удобно. Вот поэтому я решила сделать именно вот таким способом. Если как бы вы не планируете делать капюшон, то вяжите все лицевыми, пусть будет все гладенько, красивенько, и вот как бы, вот вам 2 варианта, да, на усмотрение, какой вам больше нравится. Вот. Так что вот продолжаем мы так весь ряд. Мы так проделываем весь ряд. И мы встретимся с вами в конце ряда. Тут одной петли вот здесь вот не будет хватать. Я вам покажу, где ее взять. Смотрите, последняя спица, да, последние 16 петель. Набрала я 15.
как я вам и говорила, что одной не будет здесь хватать. Нужно поднять вот эту петельку. Вот она, как протяжка она получается. Мы ее тоже поднимаем как петлю 16-ю. И все. И точно так же аналогично, как и все остальные, мы их вместе опять-таки же провязываем. Ну и вот все у нас петельки подобраны. Посмотрите еще раз, чтобы никакую петельку не пропустили, потому что если сейчас снимете вот эту дополнительную ниточку, может быть так получится, что какую-то петельку пропустили, тогда будет плохо. Вот такая горловинка у нас с вами получилась. Это дырочка, отверстие для шнурка. Мы его свяжем в самом конце. Вот. Сейчас мы уже перейдем на основное вязание. Единственное, что нам нужно с вами снять вот этот вот шнурочек. Смотрите, оттуда, откуда идет короткий конец, вот этот вот, да, с этой стороны мы с вами распускаем наш шнурок. Сейчас петельку, ой, ну, не оттуда. Сейчас я попробую. И может так получиться, вот видите, открытая петля получилась. Вот. И нам теперь остается только дернуть за вот этот вот кончик, и должно, по идее, все распуститься. Но может быть так, что там, если пряжа не очень видно было вязать, оно может там где-то зацепиться, то не переживайте, ничего страшного, его можно будет обрезать, как бы эта ниточка нам больше не пригодится. Вот. Поэтому, ну, опять-таки же, для чего, да, можно и не распускать, но можно распустить, чтобы убедиться, что все у нас здесь в порядке, лучше сейчас на этом этапе, правильно, чем когда уже будет у нас с вами готовое изделие. Вот, мы тянем все. Вот, все, вся ниточка вышла без проблем. Теперь нужно еще раз просмотреть вот здесь внутри, что все ниточки мы зацепили, никакую не пропустили. Все. Вот, видите, здесь у нас какой с вами получился чистый край, я имею в виду стеночки наши как бы все целиком, да, а с этой стороны, с лицевой, вот у нас это отверстие для шнурочка. Вот, да. Все, теперь мы убираем все лишнее, все ненужное и обращаемся к нашей схеме. Смотрите, мы сейчас будем с вами вязать без прибавок, без ничего. Мы с вами провяжем 6 рядов. Для чего? Объясню сейчас. Все-таки у нас с вами это толстовочка, свитшот, и она должна быть свободная. Вот. И если просто мы сейчас начнем прибавки, то вот это вот будет короткая вот эта часть, да? Поэтому ой, никак не могу вытащить этот, смотрите, хвостик, вот, все. Вот, поэтому нам нужно сейчас провязать 6 рядов, можете 8, можете 10, как все в зависимости от, опять-таки же, от породы собачки, от шеи собачки, от высоты, да? Ну, я хочу, чтобы так как у собак нету плеч, да, вы сами прекрасно знаете, чтобы это была такая, знаете, небольшая вот здесь вот стоечка. Поэтому просто я провяжу сейчас 6 рядов. Вы можете не провязывать, вы можете посмотреть, как у меня это получится, а потом уже сами решить, сколько вам точно нужно, 6, 8, 10, или будете вязать точно так же, как я. Смотрите, но я сразу буду выделять вот эти наши регланные линии. Пока я их выделю, так как они у нас по 2, и по 2 они идут изнаночными петлями, поэтому я их сразу выделю, но прибавки делать не буду. Да, смотрите, давайте прям вот так по схеме и пойдем. 7 петель лицевыми. Так мы и провязываем. 7 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да? 2 петли изнаночные. Это первая регланная линия идет у нас. 4 лицевых петли рукав. 1, 2, 3, 4. Потом 2 петли изнаночные, это второй реглан, регланная линия. Так, 1 изнанка, 2 изнанка. И остается у нас с вами здесь 1 петля, это со спинки уже идет. Я ее перекину сразу на спинку, чтобы у нас с вами был ровный счет. Рисунка я никакого делать не буду, так как эта толстовка, знаете, все-таки
я хочу соблюсти стиль, да, и поэтому как бы я не хочу никаких кос, никаких рисунков. У меня будет просто замена цвета потом попозже, да, как вы видели в начале, такой цвет пойдет, потом такой цвет пойдет. Поэтому у меня не подразумевается никаких рисунков. Если вы хотите какой-то рисунок, то самое время как бы его распределить и его сделать. У меня никакого не будет, может быть, будет вышивка. Итак, остановились мы, вот 34 петли у нас, это спинка. То есть 17 на одной петле у меня спицы будет, и 17 на другой спице будет у меня. Это спинка. То есть я тем самым как бы, ну, распределяю, да, спинку и перед. 2 спицы у меня на спинку уходит, а 2 спицы у меня на грудку и рукава. Вот так вот. Чтобы потом не пересчитывать, не путаться, лучше сразу вот так распределить. Итак, да, 17 петель с одной спицы лицевыми, все вяжем. И 17 петель, соответственно, на другой спице спинки. 16, смотрите, я, да, вторую спицу спинки провязала 16, и одну вот как и там я с этой спицы сюда перекину 17-ю. Вот так. Итого у меня на спинке получается 34 петли. Все, спинку мы с вами провязали. Теперь сразу у нас начинается регланная линия, это 2 изнаночные. Мы вяжем 2 изнаночные. Так, раз и 2. Потом 4 петли второго рукава идет лицевые. Раз, 2, 3, 4. И последняя регланная линия, 2 изнаночные. Раз, 2. И остается 7 петель лицевыми грудка у нас. Раз, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Все. Распределили мы с вами, да. Сейчас последующие ряды будьте внимательны. Не забывайте вот про наши регланные линии, что они у нас изнаночные идут. Все, прибавки никакие делать мы не будем. Так провязываем 6 рядов. 1 мы уже провязали. Осталось еще 5 рядов провязать. А потом мы уже встречаемся и будем делать прибавки с вами. Провязано у меня 6 рядов. Так это выглядит. Вот здесь у меня какая-то петелька торчит. Ну, это потом можно будет все поправить, чтобы ничего не торчало, чтобы все было одинаково. Но у меня что-то она прям выбешивает. Ну, ладно. Вот. Теперь смотрите, теперь мы, возвращаясь опять к нашему чертежу, я здесь рассчитала, что у меня будет 10 прибавок. По идее, как бы 18 должно быть 9, но 2 ряда это не столь важно. Все-таки эта толстовка, она должна быть посвободнее, поэтому я взяла здесь 10, здесь, ну, в общем, по 10 прибавок везде. Вот. И мы классическим моим способом, шучу, конечно, да, делаем прибавки. Смотрите, кто первый раз со мной вяжет. Мы провязываем 7 петель грудки. Ой, убежала. 7 петель грудки и доходим до нашей первой регланной линии. Мы ее 2 изнаночные провязываем. И так как у нас прибавка после изнаночных, значит накид я делаю от себя. Провязываю 4 петли рукава до следующей регланной линии. Вот, дошли мы, вот они, 2 регланные изнаночные петли. А если мы прибавку делаем перед изнаночными, значит накид я делаю на себя. Провязываю изнаночную, еще одну изнаночную. И тут нужно сделать накид, так как это после изнаночных, значит от себя. Все оставляем на спице и переходим на другую. Вы можете делать это из протяжек. А почему я делаю, когда я вяжу круговые ряды, я делаю прибавки накидами. Потому что, чтобы не запутаться, где у нас лицевой ряд, где изнаночный. Если у нас сделаны накиды, значит это у нас лицевой ряд. Если у нас накидов нету, значит это мы уже изнаночный ряд. В изнаночном ряду мы будем провязывать эти накиды. Вот. А когда я вяжу поворотными рядами, естественно, удобнее их делать из протяжек. Прибавки. Все, дальше мы вяжем спинку всю нашу.
Вот, и таким же способом я вам сейчас еще раз покажу, чтобы было понятней. Да, для новеньких, те, кто старенькие со мной вяжут, уже у них это на автомате, я знаю, все красиво, аккуратно у них получается. Вот, а для новеньких девочек сейчас еще раз повторю. Вторую половинку спинки мы провязали 17 петель. Тут у нас сразу начинается регланная линия, да, то есть так как у нас перед изнаночными прибавка, значит мы накид делаем на себя, заводим спицу на себя, делаем накид, провязываем регланную линию 2 изнаночные и делаем прибавку накид от себя. После изнаночных петель накид от себя, провязываем 4 петли рукава, и опять у нас идет регланная линия. Она у нас идет последняя, вот это вот на грудке, которая, поэтому здесь мы делаем только перед изнаночными петлями, перед регланной линией. Значит, накид на себя, 2 изнаночные, и все, и 7 лицевых грудки. Грудка наша, она будет неизменная. Со стороны грудки прибавки делать не будем. Прибавки у нас идут на рукаве, на рукавах, вот здесь вот, да, с внутренней, с внешней стороны, и на спинке. Все. Второй ряд мы провязываем все лицевыми петлями, ну или как у вас там идет по рисунку, да, если вы выбрали рисунок. Покажу, как я провязываю эти накиды или накиды, ну, в общем, не судите меня строго. Вот, да, наша регланная линия, провязали мы 7 лицевых, 2 изнаночные, наша регланная линия, и вот наш накид. Чтобы вот такой дырки не было, но если вы, конечно, не хотите оставить, да, эти дырки, то нужно провязать скрещенной петлей. Так как у нас здесь был накид от себя, у нас петля располагается вот таким образом. Мы за переднюю стенку лицевой скрещенной провязываем. То есть мы петлю скрещиваем, тогда у нас дырочки здесь не будет с вами. Потом вяжем петли рукава, 4 петли. И доходим до следующего накида. Здесь мы его делали на себя, да, поэтому у нас он стоит вот таким образом. Здесь мы тоже провязываем лицевой перекрещенный, но за заднюю стенку. Перекрещиваем таким образом. Вот так. Изнаночные 2 наши регланные линии. И еще у нас один накид, который мы делали от себя, да, значит, скрещенный за переднюю стеночку, лицевой петлей скрещенной за переднюю стенку. Вот первую половинку рукава мы с вами, грудки и рукава провязали. Сейчас я провяжу спинку и еще раз вам покажу, чтобы закрепить. Мы провязали спинку, и сразу у нас с вами получается накид. Ну, это одиножды у нас так получится. Сейчас наш накид превратится в лицевую петлю, и все, и дальше нам будет как бы удобнее. Смотрите, так как у нас был накид перед регланной линией, мы его делали на себя, поэтому мы провязываем за заднюю стенку лицевой скрещенной. Вот так. Потом мы провязываем нашу регланную линию, 2 изнаночные петли, и после регланной линии у нас скрещенная лицевая за переднюю стенку. Все, все наши накиды, еще один остался, мы превращаем в лицевые петли. Все, значит, 4 петли рукава провязываем. Сейчас, если вы посчитаете, у нас на рукаве уже будет 6 петель. Вот, дошли мы до следующего накида, который перед регланной линией, за заднюю стенку скрещенной лицевой. Все. 2 изнаночные и лицевые. Сейчас, если вы посмотрите, это у нас был, да, как бы с вами условно изнаночный ряд. Да? Вот. В следующем ряду опять нужно будет делать прибавку. И вот так мы будем чередовать. Один ряд с прибавками, один ряд мы будем провязывать эти прибавки, эти накиды. Если вдруг вы запутались, да, как узнать же, сколько вы сделали прибавок. Да, вот смотрите, вот на первой спице после центра, от центра, да, вот от начала, вот наше начало ряда, первая спица идет
Видите, 7 петель грудки, они неизменные. Потом 2 изнаночные регланные линии и идут петли рукава. Они у нас прибавляются. Начинали мы с 4. Если сейчас вы посмотрите, то их уже 6. Вот смотрите, если вы сделаете 10 прибавок, 10 с одной стороны, 10 с другой стороны на рукаве, то получится у вас 24 петли. Это значит, мы сделали по 10 прибавок. И тогда хорош. Я так всегда определяю по рукавам. Сколько петель у меня в рукавах, значит, я столько сделала прибавок. 4 было изначально, 10 прибавили, тут 10 прибавили, 24. Простая арифметика. Или же, да, например, если вот одна прибавка после вот регланной линии, после второй регланной линии у нас уже одна лицевая, значит, одну прибавку мы сделали, и вот здесь у нас их будет 10 прибавок. То есть, или так можно определять, да, то есть количество петель вот после этой регланной линии, после второй, сколько у вас здесь набралось, значит, столько прибавок и сделали. Это чтобы не запутаться, да. Для новичков, опять-таки же, кто вяжет. И вот таким образом мы с вами чередуем один ряд с прибавками, один ряд провязываем прибавки, то есть через ряд. Одну мы с вами сделали, осталось сделать вам самостоятельно 9. Кто не понял, кому непонятно, перекручивайте назад от этого момента, когда началась прибавка, и вот, то есть в каждом ряду будет одно и то же. Все. Спокойно садитесь и вяжете. Все. Это называется, мы с вами вывязываем регланную линию. Скорее всего, на этом видео я закончу. Да? А в следующем видео мы уже с вами продолжим. Потому что не хочу я затягивать видео, эти части, чтобы были большие. Вы ругаетесь, и мне неудобно монтировать. Поэтому, в общем, сейчас мы вывяжем регланную линию. А в следующей части видео мы уже с вами встретимся и будем формировать рукавчики и так далее. В общем, продолжать вязание дальше.